Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях юное дарование, обладательница уникального вокала, девочка, которая умеет мгновенно в себя влюблять. А все потому, что она очень искренняя, теплая и настоящая. Итак, в студии Данелия Тулешева. Всем привет. Рада приветствовать тебя в нашей студии. Доброе утро. Можно я вот так сразу хотел сделать? Да. Очаровательная эта девочка у нас. Скажи, пожалуйста, вот весь Казахстан гордится твоей победой на конкурсе музыкальном, украинском конкурсе. И вот финальную песню ты исполнила «Океан Эльзы», «Не твоя война». И Дмитрий Монатик сказал, что был поражен, насколько точно ты прочувствовала эту песню. Цитирую, как он сказал. «Ты сегодня голос всех детей планеты. У тебя грандиозная миссия. Я в этом абсолютно убежден, так как ты каждой частичкой тела чувствуешь все, что происходит. Как ты считаешь, ты правда настолько глубоко умеешь все это выражать, чувствовать и согласна с его словами? То есть почему он так? Я на самом деле, даже не понимаю, все, что я пою, это от души как-то идет. Я просто сама выбираю песню, та, которая подходит мне, та, которой я влюбилась с первого взгляда, и эта песня была именно, соответствовала всем описаниям, и я очень благодарна то, что Дима согласился, что я спела эту песню. Ну, значит, правильно, да, что ты действительно влюбляешься в песню, потом и исполняешь. Вот это я имею в виду, что без любви невозможно. На самом деле это очевидно, это видно, как ты проживаешь эту песню, потому что я наблюдал практически за всеми твоими этапами, за всеми выступлениями в этом украинском проекте и просто восхищался бесконечно. Тем, как ты действительно поешь, ты доносишь до зрителя, как будто действительно ты это сама все пережила. Скажи, пожалуйста, Данелия, как вообще ты поняла, что ты хочешь петь? Как начиналось вообще у тебя все? Я, если честно, сама не помню, как это все начиналось. Меня просто мама дала в обычную школу, которая развивает там все способности, там актерское мастерство, танцы, вокал. Там был в группе вокал, мы там практически и не занимались. Потом у меня была школа актерского мастерства. И потом как-то получилось, у нас был отчетный концерт, нужно так сказать, в нашем центре. И мне просто попросили спеть песню, я даже не готовилась. Мы там танцевали на этом концерте, я ничего не делала. И меня попросили спеть песню «Улыбайся», Айова певица. Да, и я спела, и меня отправили сразу на кастинг Аялхан Астана конкурса. И я там была выиграла. Я была в шоке, когда приехала туда, там все уже есть свои песни, они уже профессионально занимаются. Ты просто так спела песню, да? Да, я даже не занималась вокалом, да, и я не знаю, если честно, почему, и это был такой стартовый этап всего то, что сейчас у меня. Значит, это называется словом «судьба». Да. Значит, так и все-таки еще не зря говорят, если человек талантлив, то он талантлив абсолютно во всем. Согласна. Как Мария Струва, педагог по вокалу, утверждает, что физические возможности для того, чтобы петь, у всех людей одинаковые. Вот она же ставила тебе голос, не ставила, вернее, сделала его немножечко лучше за несколько дней всего, буквально, да? Ты согласна с тем, что она говорит, что людей без слуха голоса не существует, и это можно голос поставить любому человеку? Согласна ли ты с этим утверждением? Я согласна, но можно поставить голос только в том случае, если у человека есть желание, и он согласен работать, потому что это все не так просто. Над этим надо годами работать. И все, если честно, не так просто. Самое главное — это желание. Если будет желание, ты можешь добиться всего. То есть, значит, это правда, да, что за несколько дней возможно, по крайней мере, как-то выстроиться? Если, конечно, целый день заниматься, то, конечно, будут изменения. Но ты вообще сама по себе такая целеустремленная девочка. Если ты поставила себе какие-то планы, то ты их непременно достигнешь. Ты готова вообще дальше шагать и по жизни именно связать свою жизнь именно с вокалом? Конечно, я хочу дойти до Америки, где все, в общем-то, и самое главное, там, можно сказать, самые крутые артисты. И я, безусловно, хочу идти к своей цели. Моя мечта, можно сказать, пройтись по красной дорожке в Каннах. И я прям вообще очень хочу этой цели добиться. То есть ты хочешь быть еще и актрисой, не только да, певицей, да? Конечно, хочется попробовать себя
всяких разных фильмов. И если меня куда-то пригласят, я буду очень рада. А вот Скажи мне, Дженнифер Лопес, вот раз про кино Да. заговорили, твоя мечта с ней спеть и сняться в кино? То есть она твой кумир или как? Она, да, она один из моих кумиров, потому что она очень целеустремленная, она роскошная просто, потому что у нее свой бизнес, она хорошо двигается в свои 50 или 60 уже лет. Нет, Она- еще не 60. 50, ну 50 лет. 50 с хвостиком. Да. Нет, ей чуть меньше 50. Вот, и прекрасно поет, и она прекрасно выглядит. Выглядит на Да. 30 максимум. И я очень хочу с ней хотя бы увидеться, встретиться и поразговаривать. Ну, я думаю, что обязательно это сбудется. Это да, Как осуществится. твоя мама как-то сказала, я боюсь, когда Данелия о чем-то мечтает. Это все с такой бешеной скоростью исполняется. Потому что это Поэтому- светлые, Да. позитивные мысли, они непременно осуществляются, становятся реальностью. Напомним, на календаре 6 апреля, пятница. Мы возвращаемся к беседе с очаровательной Данелией Тулешевой. Данелия, вот мы с тобой до этого говорили, ну, понятное дело, что у тебя есть кумир-звезда там, далеко за океаном, да, это Дженнифер Лопес, ты ей восхищаешься. Скажи мне, а ведь много очень талантливых и выдающихся казахстанских исполнителей. На кого ты равняешь? Кто тебе нравится вообще? Мне нравится группа Ринго, Жанар Дугалова очень нравится, она очень крутая. Адеми певица нравится, у нее восхитительный вокал. И, конечно же, Димаш Кудайбергенов, потому что вот это... Ну, я хочу на него равняться, потому что он скромный, и он не останавливается, он развивается, потому что нету как бы предела своего профессионализма, и надо всегда совершенствоваться, чтобы быть на высоком уровне. И я считаю, что Димаш сейчас профессионал своего дела точно. Он твой Вот. кумир немножечко, да? Нет, он Нет? один из моих кумиров. У Один меня из 3 твоих кумира. кумиров. А еще кто третий? Дима. Дима. Всё. Монатик. Дима появился теперь, кумир. Нет, третий. нет, он Или всегда был? раньше. Да, Да? я за ним следила всегда. Мы с Тимой его поклонники. Всё, Ну то вот есть, мгм. Казахстан — это кузница таланта, все мы это Однозначно, знаем, и ты это еще раз нам доказала. И всему миру. Что, доказала. да, и всему миру. Да. И мы надеемся, что ты прославишь Казахстан так же, как и Димаш на весь мир. Спасибо. Да, а как вот на тебя обратил внимание Монатик Дмитрий? Он же прям сразу же тебя выделил. Ты помнишь этот момент? Вообще, вот у нас был, еще до «Слепых прослушиваний», у нас был закулисье, как бы снимали всякие разные подводки, где мы ходили, там говорили, там дверь открывали, вот, и там Дима пришел, и там все на него прям побежали, я просто стояла, ну, как бы, о, круто, блин, Дима, но там очень много было людей, я боялась, что меня просто затопчет, потому что я была самая Вот, маленькая. кстати, давай посмотрим и вспомним, как это Давайте. было. Вернемся к беседе. Maybe if I won't cry, I won't feel anymore. Some cold, baby. God knows I'm trying to feel happy for you. Now that I am, even if I hold on the side, but I'll take the pain. Give me the truth. In my eye, we'll make 'em true. I'm happy for you. Да. Вот эти взгляды, да. Я сам Наверное, человек поющий, но не профессиональный. Я понимаю, насколько тяжелая песня, и вообще я поражаюсь, как удалось тебе ее исполнить. Такой хрупкой девочке, Какое волнение такой тебя сильной переполняло, и то, песни, что да. все судьи были в шоке, это очевидно, и все мы это видели. Так Да, вот, так. я вот стояла, я ну, как бы, ребенка там, Арина пришла, моя подруга, она тоже из Казахстана, тоже со мной участвовала в конкурсе. Ну, я ее сестренку как бы в коляске качала, и потом вдруг подходит Дима ко мне. Ты так, Я такая, я чуть в Дима. обморок не упала, и я такая... Он мне что-то говорит, я такая, и со мной, меня фоткают, как бы мой педагог не теряет шанса, вот, я такая на него смотрю, я даже не поворачивалась на камеру, такая, просто молча, да? да, да, Неужели это сам он? да, а потом он ушел, и такая,
Вообще, я в шоке была. И это была наша первая встреча. И она закончилась просто вот так, да, было все без слов. Ну, Да. а ты даже не знаешь, да, когда я узнал, что ты у нас сегодня будешь в гостях на интервью, я ночью не спал. От волнения. Да. Я тоже ночью не спала. Потому что И действительно... я ночью не спала. Все про тебя Ну. смотрели. Какая песенка, да, вот ты готова спеть? Я Без- бы хотела исполнить песню Си, новую сам- песню Every Day is Christmas. А, вот такую песню. Давай, мы будем рады, если ты сейчас нам ее Ну, исполнишь. я С думаю, все удовольствием казахстанцы с удовольствием послушаем, послушают да, эту Просто песню. живой голос, да, и причем еще не распевшийся голос. Вот Да, сейчас кстати, посмотрим, не как это распевшийся, поэтому... я- Акапельно. Да, Да. просим. Отлично, просим. Данельчика. Слушаем. Oh, Father time, you and me, and holiday wine, wait for the snow. I will read the list that they wrote, setting body open fire, loving you so gifts tonight, loving you for all my life, loving you so gift to. Oh, every day is Christmas with you by my side. I'm safe in your arm, you're my angel, baby. Every day is Christmas when you're by my side. You're the gift that keeps giving, my angel for life. Вау! Это было, Это да, нереально божественный круто. Да, просто ты действительно очень талантливая от Бога. И, конечно же, твои каждодневные, ежедневные, многочасовые занятия, они дают свой результат. Это чувствуется потрясающе. чистота в голосе, настоящий голос, чистый, тонкий, не знаю, невероятный просто голос. Вживую это Вообще, просто да. у меня мурашки по коже. Да, Мурашки вот по невозможно коже, да. показать, но да, действительно такая гусиная кожа сразу. Данечка, спасибо большое за беседу. Мы бы с тобой еще часов 5-6 проговорили, это понятно. Ну, сейчас после эфира мы договорим. Но, к сожалению, эфир у нас заканчивается, поэтому спасибо тебе, что Данелия пришла к нам в Тулешева у нас студию. сегодня была в гостях. Спасибо, Успехов Данелечка. тебе.